Он же в одном из первых писем, знаешь, я помню, тогда рыдала. Он говорит, для меня самое страшное забыть голоса. Ну вот голос. У меня есть общие знакомые с Иваном, которые говорят, что ну от чего он так уперся, да? Но, видимо, это же такая история, когда ломается маленький винтик, да, то рушится дальше вся конструкция. Конструкция именно человеческая. Письма есть, письма хорошие. Он свои журналистские способности все употребляет, он пишет обо всем, что думает, о том, что читает, о каких-то бытовых таких вещах. У современных СМИ нет защиты. У нас нет никакого способа спасти тех, кто пишет. Была ли в Ване такая надежда разобраться, может быть, в том, чем занимался отец? Мы на эту тему не говорили. Вообще было табу, потому что я очень тяжело переживала гибель мужа. Нам отдали обручальное кольцо, папино портмоне, ну то есть вот какие-то такие вот вещи. Все. Самоубийство. Когда Ваня уволился из «Коммерсанта» и переходил в Роскосмос, он обсуждал с вами это решение? Ты вспомни, как папа любил космос. Ты вспомни, что для него значила та же орбитальная станция мира и все остальное. Ну, я буду на полшага ближе к нему. Может быть, он меня оттуда будет видеть и будет радоваться. Он что-то говорит такое, то есть воспринимаешь как-то, а потом так перевариваешь госизмену. Но если это было такое секретно, но существует в современных медиа механизм сделать так, чтобы заметка не вышла. И работает это очень просто. Да, значит, этот механизм не был включен. Значит, на момент написания заметки ничего страшного не казалось, а потом оказалось. Он не предатель, по сути. Он очень порядочный и честный человек, понимаете? Он никогда бы не сделал ничего плохого ни себе, ни семье, ни стране. Это абсолютно точно. Марта 2007 года при невыясненных обстоятельствах погиб полковник запаса, военный обозреватель газеты «Коммерсант» Иван Сафронов. Крупный и крепкий мужчина в рассвете сил как будто бы случайно выпал из окна между этажами московской пятиэтажки. В «Коммерсанте» Сафронов обычно писал о том, в каком состоянии находятся различные виды вооруженных сил России, о проблемах оборонно-промышленного комплекса и о военном сотрудничестве нашей страны с иностранными государствами. Но больше всего Сафронов писал о космических технологиях, он с детства любил космос. Гибель Ивана Сафронова не была расследована, по некоторым сведениям, уголовное дело уже закрыто. Вскоре после его смерти в «Коммерсант» пришел 17-летний сын Сафронова, тоже Иван. Со временем он стал, как и отец, военным обозревателем «Коммерсанта». И больше всего, как и его отец, писал о том, в каком состоянии находятся различные виды вооруженных сил России, о проблемах оборонно-промышленного комплекса и о военном сотрудничестве нашей страны с иностранными государствами. Но больше всего военный обозреватель Иван Сафронов-младший писал о космических технологиях. Это была дань памяти отцу. Весной 2020 года Сафронов ушел из журналистики и поступил на госслужбу. Он стал советником главы Роскосмоса по информационным технологиям. А летом того же 2020 года Иван Сафронов-младший был задержан и отправлен в СИЗО Лефортово. Его обвиняют в госизмене. 2 года и 2 месяца Иван Сафронов провел в СИЗО Лефортово без единого свидания и телефонного звонка. Все материалы дела засекречены. Из того, что утекло в СМИ, известно. Сафронова обвиняют в том, что он передавал некие сведения, представляющие гостайну, своим знакомым иностранцам, а те – спецслужбы Чехии и Германии. Журналистам удалось найти эти якобы секретные сведения в открытом доступе. Но это ничего не меняет. Сафронову грозит до 25 лет лишения свободы. А на этой неделе весь прежде очень неспешный ход дела сильно ускорился. Мы встретились с мамой Ивана, его сестрой и его бывшим начальником для того, чтобы понять,
Что это за человек, в чем состояла его журналистская деятельность и почему всем, кто близко знает Ивана Сафронова, обвинения в госизмене в его адрес кажутся абсурдными. Папу Вани звали Иван Иванович, его звали Иван Иванович. Это семейная традиция? А с какого поколения это вообще? 5-е поколение Вани. Кто был в этой семье главный создатель всех этих традиций? Мы всегда были все вместе, жили, и Ванины родители, после того, как я вышла за него замуж, и мои родители всегда были вместе. Потом, после того, как моя дочь вышла замуж, к этой семье присоединился мой зять и вся его родня. Мы общая семья. Вот. И все традиции, которые были, знаете, они как-то удивительно совпали со всех сторон. Все друг другу помогают, все друг за друга в ответе. Все общее. И беды, и радости, и праздники. Все всегда было вместе. А вы когда замуж выходили, вы выходили замуж за журналиста или за военного? За курсанта я выходила замуж. За курсанта. Да. По большому счету, он хоть и заканчивал техническое, он инженер по образованию, он всегда интересовался космосом, астрономией. Он в свое время хотел быть летчиком, но поскольку мой муж был достаточно крупный человек, его просто по физическим данным не могли принять ни в летное училище. Но вот это вот желание полета, желание все видеть с высоты какой-то, у него все время оставалось. Я могу описать первую встречу с ним. Только-только Вероника Куцелла формировала в 1997 году новый отдел политики. И было известно, что формируется военная группа. Вот заходит человек здоровый, с дипломатом, чуть ли не маршевым строем, бьет к столу, который ему выделили, открывает дипломат, достает флажок, ставит флажок. Флажок России? Флажок России. Улыбается всем нам. Снова закрывает дипломат. Открывает дипломат. Достает журнал Playboy, кладет на стол. Тут мы поняли, что найдем общий язык. Он был очень знающим человеком. У него всегда была склонность к гуманитарным таким каким-то вещам. Он писал стихи. Он много читал. Он много интересовался всем, что происходило в мире. Но он долго же служил, он дослужился до подполковника. Да. Вот. И потом ушел в отставку. И как раз он занялся своим любимым делом. Начал писать. Познакомился с ребятами из «Коммерсанта». Его пригласили на работу. И, в общем, таким образом он стал журналистом. Он много кого знал, и поэтому был довольно информированным человеком. Плюс он хорошо разбирался в предмете. Но я хочу сказать, что тогда было много военных обозревателей, была довольно сильная конкуренция. Он, собственно говоря, работал в команде очень серьезного военного обозревателя Ильи Булавинова. И вообще в «Коммерсанте» традиционно была такая могучая кучка или клуб любителей военной тематики, именно военной техники. Надо понимать, что информационное поле конца 90-х и то, что было потом, уже даже через 5-7 лет, да, это совершенно разные поля. Вот есть лес, а потом он сгорел. Да? Вот в 98 году был лес, наполненный живностью, наполненный дарами природы, и работать было довольно просто. А потом информационные потоки все больше сужались. Я понимаю, что военным обозревателям было работать все сложнее, особенно если ты помнил, как это было раньше. Но, как я понимаю, все-таки Иван Иванович старший старался и справлялся с этим по мере сил. А еще он очень любил рифмовать. Про себя я помню, что-то дописал я заметку, сдал. Время 9 часов, понимаю, что дальше журнал «Власть», который у нас писался по ночам. А Иван Иванович собирается, ничего нет. И он хочет как-то меня подбодрить. И говорит: ну что, вижу я, Глеб, не зря ты кушаешь свой хлеб. Глеб, хлеб, я с этим живу с 4 лет, но он как-то это сделал так, что впервые не показалось по-идиотски. Люди, которые работали со старшим Сафроновым в «Коммерсанте», рассказывали мне, что в любых обстоятельствах, в любой день, летучка, сдача номера или еще, он всегда чуть ли не из-под стола звонил домой и спрашивал у вас, как Ириша, как Ваня, как дома. Это действительно так. Таких мужей, как мой был муж, сейчас таких ребят нет, вы не найдете. Он действительно был очень семейным человеком. Он был очень ответственным. Он действительно брал на себя все заботы, все проблемы решали. Когда он погиб, даже мои друзья говорили: Лен, как ты будешь жить? Как ты будешь жить? Это же без Вани. Ты же была всегда за каменной стеной. Это действительно так.
Ты веришь в то, что папа погиб случайно? Нет, что случайно, вот что шел и так вдруг произошло? Нет, ну это невозможно даже. Единственный какой-то вот такой тяжелый звоночек у меня был, когда он был в командировке в Дубае. И он звонил, и я чувствовала по голосу, что он нездоров. Что-нибудь случилось? Он говорит, я не очень хорошо себя чувствую. Из последней командировки мы его как раз с мужем встречали. Он приехал такой, вот, знаешь, озадаченный какой-то. И вот какой-то... Вот видно, что ему прям плохо было физически. Я говорю, пап, ну что это? У тебя так вот... Он говорит, у меня желудок болит. Прям вообще ужас. Он очень большой, высокий, 1,88 м. 100 с лишним килограмм. Такой прям огромный. Бывает так, что пришел такой здоровый высокий мужик в больницу. Ему сказали, у вас рак желудка. Мы думали об этом, кстати, знаешь, но потом мы запрашивали, когда вот и вскрытие было, и все, справку от врача. Но нет, там было обострение язвы, как бы. Я далека от той мысли, что папа смог бы это сделать добровольно, только вот чтобы, да, там, не доставлять каких-то хлопот и забот, или там не казаться немощным, или еще что-то. Он пошел к врачу, у него было обострение гастрита, то есть никаких таких серьезных заболеваний не было. Не было никаких звоночков, не было никаких причин. У меня даже не было предположений. Вы понимаете, я с ним разговаривала до его гибели буквально за полчаса. Он позвонил мне и говорит, я еду от врача, ты знаешь, я очень хочу творога. Зайдешь на рынок, купишь? Я говорю, хорошо. Я пошла на рынок, когда пришла. К подъезду подошла, увидела его. Поверили ли люди в «Коммерсанте» в то, что он случайно выпал из окна? Я не могу говорить за всех, я в это не верю. Почему? Все, что я знаю о семейной ситуации Ивана Ивановича на тот момент, все, что я знаю об этом человеке, говорит мне о том, что вот в такой момент человек не прыгает из окна, и такой человек тоже не прыгает из окна. Совсем абстрактная история, да? Вот такой человек, как Иван Иванович, да, ну вот просто некий абстрактный. У него находят какую-то тяжелую неизлечимую болезнь. Мужчина, военный, он уладит дела из последних сил. Он постарается это сделать максимально наименее болезненным для своей родни. Придет домой, выпьет рюмку, выкурит сигарету, хоть до этого не курил, и он застрелится. Он не будет прыгать в окно. Он не будет прыгать в окно. Человек, который идет домой и покупает апельсины, ну, это не такая психика, чтобы все изменилось за полдня. Я не верю. У меня нет никаких доказательств, которые я готов озвучить больше, чем в очень частной беседе. Я не верю. Никакой записки предсмертной ничего не осталось? Ничего не было. Откуда пошла информация о том, что гибель Ивана Сафронова-старшего связана с его работой? Не могу сказать. Я читала все его статьи. Вы понимаете, в чем дело? Поскольку я филолог, будем так говорить, я иногда и правила его ошибки и все остальное. Я не видела там каких-то вещей, которые могли вызвать бы такую реакцию. Понимаете? Ну, может быть, от того, что я не очень владею этой информацией. Не знаю. Мог ли он по своей профессиональной работе внезапно знать что-то, что могло кому-то угрожать в 2007 году? В любой журналистской работе, если она делается квалифицированно, ты знаешь что-то, что кому-то может угрожать. Но это не означает, что сразу тот, кому это угрожает, начинает включать по полной. Во-первых, я хочу сказать, что по 2007 году особенно знание журналиста само по себе никому угрожать не может. Потому что знание журналиста угрожает, когда оно напечатано, сказано по телевизору, по радио. Это сейчас есть социальные сети, куда это может утечь. Но журналист, работающий в медиа, хорошо понимает, что над ним очень много всего. Да? Он должен это знание донести. И, соответственно, те, кто знают про это знание, хотят ему помешать, у них куча способов. Я понимаю, ну, есть версия, что что-то узнал, да, но нет. Я не возьмусь строить версии, я не понимаю. Когда-нибудь, через 30 лет, может быть, в каких-то странных мемуарах мы что-то узнаем. Нам отдали обручальное кольцо, папино портмоне, ну, то есть вот какие-то такие вот вещи. Все. Самоубийство. Падение с высоты.
в заключении как бы стояла, то есть несовместимое с жизнью. 5-этажный дом. И там, если я правильно помню, была очень узкая форточка, в которую он бы не пролез. И это между этажами, да, то есть это вот как бы там 4-й, 5-й, что ли, я уж там вот не помню. Ну, то есть много-много каких-то таких вещей, как бы, да. Прошло, наверное, года 4, наверное, точно, может быть, 5. Я, значит, решила заняться спортом. И стою в спортзале, раздается телефонный звонок. Вот, как неизвестный номер берешь, а там не здравствуйте, здравствуйте, вас беспокоит, значит, из следственного управления. Мы вам звоним, дословно запомнила на всю жизнь, по поводу обнаружения трупа Сафронова Ивана Ивановича. С учетом того, что Ваня полный тезка папы, просто вот у меня белеет все перед глазами, и я вот просто так сажусь на скамейку, мне тренер говорит, что случилось. И потом, видимо, заминку эту в телефоне услышали, говорит, дело 2007 года. Я, конечно, спустила все, что можно, потому что у меня пролетело перед глазами все. А главное, как я сейчас об этом скажу маме. То есть вот это вот первая мысль, которая у меня, боже, что я буду говорить маме, как я сейчас об этом маме скажу. Меня, в общем, сокращая весь этот текст, вызвали на допрос. Я звоню Ване, говорю, слушай, так и так. В общем, он говорит, никуда не иди, я сейчас примчу. Потому что у меня был в командировке. Это вот было здесь недалеко, мы пришли с ним. Сидят 2 человека, как бы там у них какие-то эти папки, значит, раскрытые лежат. А это у вас, говорит, кто? Это адвокат? Я говорю, нет, это брат. И, в общем, какой-то такой разговор завязывается, и вроде как я не понимаю, что они от меня хотят. И они не понимают, что я тут такая вот пришла, как бы. Они даже не знали, что я дочь. И на мой вопрос я говорю, а как бы дело-то что, закрыто? Кто вам сказал? Нас не вызывали ни на допрос, вот если это можно было считать допросом. Причем у него было такое удивление в глазах. А вы что, дочь? Он этого не скрыл. То есть такое ощущение, что это, вот, знаешь, так вот перекидывание. Так а что они хотели сказать? Допросить меня хотели. Я говорю, вы что, допрашиваете? Там, они начали как-то, вот это, вот, какие-то камеры, там, в общем, что-то, какие-то вещи показывают. Я говорю, а дело закрыто? Нет, что вы. Меня, по крайней мере, не вызывали, понимаете? Не вызывали и не говорили официально, что дело закрыто. Все это было спущено очень быстро на тормозах. Дело закрыто или дело не закрыто? Насколько я знаю, дело закрыто. По-моему, никаких действий там не производится. И еще раз говорю, что я ни минуты не верю, что это случайность. Что на самом деле произошло, мне кажется, не знает никто. Знаешь, я очень хорошо помню, нас кто-то тогда спросил, почему вот вы там не стали. Мама сказала, что ей мужа это не вернет. Это все очень больно, как бы, да, и непоправимо, к сожалению. Поэтому это было ее такое вот решение. Ну, действительно так, если разобраться. А сейчас бы стали, если бы вот задним умом? Ты знаешь, у меня несколько раз как-то вот было желание, а потом... Что это даст? Не знаю, я, может, сейчас говорю страшные вещи, но ничего не даст. Мама очень любит повторять фразу «Бог не сошка видит немножко». Может, мы очень сильно на что-то надеемся или еще что-то, что действительно, где-то кому-то воздастся. Не люблю я это слово, да, как бы, то есть каждому, но не дай Бог пережить то, что мы пережили тогда. И именно поэтому, слава Богу, что Ваня жив и здоров. Ты связываешь между собой 2 эти истории? Нет, я думаю, что вот так, наверное, прямой связи какой-то нету. Наверное, из всех членов семьи для меня он как бы такой вот самый живой, потому что я не хоронила. Я не хоронила. Я была на 8-м месяце беременности. Да, и меня вообще вот просто жук и закрыли в больницу. Начали рассказывать мне сказки, что у папы там инфаркт, там туда-сюда. А я папина дочка. Вот мама говорила, Ваня очень любит, мама действительно так. Знаешь, когда детей спрашивают, вот кого ты любишь там больше, да, мы никогда так не говорили. Но у нас вот четко, я папина, такая прям вот папина. Мне казалось, я без папы дышать не смогу. Могу. Для меня, вот я даже вот на кладбище приезжаю, я вот смотрю, как бы памятник, да, там все, у меня вот вообще ощущения нет. Вот, где-то что-то там, чего-то. Вообще не думаю. Запрещаю как-то. Вот, там. Особенно, когда дети родились. Вот Стася, с одной стороны, родилась ровно там через 2 месяца. Вот папа погиб 2 марта, Стася родилась 1 мая.
И для мамы она говорит, мое лекарство. То есть мама вся ушла как бы. И мы как-то, не то что забылось, об этом не забывается, но как-то у нас вышли какие-то, знаешь, такие радостные житейские проблемы вот на первый этот вот план. А потом Ваню вот как раз Илья пригласил в «Коммерсант». И посадили, вот, я не знаю, рок судьбы, это стечение обстоятельств там, или еще что-то. Его посадили вот попробовать. Это правда, что вы не хотели, чтобы ваш сын Ваня шел в журналистику? Правда. Почему? Вы знаете, мне казалось, что, в общем-то, на самом деле то, что произошло, видимо, какой-то осадок все-таки оставил у меня, понимаете? Я, честно говоря, боялась о Ване. Причем мы как бы разговаривали, она говорит, может быть, давай ты пойдешь про спорт писать. Вот я очень хорошо помню, давай ты пойдешь писать про спорт. Там про спорт, про что-то. У нее все равно подсознательно вот этот страх. Прям страх был, не хотела. И помню, тогда я ей говорила, мама, он взрослый, дай ему попробовать, дай ему попробовать. Ну что ты? Когда Ваня, младший Иван Сафронов, пришел на работу, ты стал его начальником. Да. Он приходит, совсем детский ребенок. Мы сажаем его на стажерскую нелегкую участь писать коротки про какие-то декларации о доходах, по-моему, были. Он справляется с первой короткой как-то со всеобщей помощью. Коротко? Маленькая новостюшка. Угу. Она публикуется, и она тут же уезжает на страницу автора Ивана Сафронова-старшего. Социальные сети, уже тогда передвижной райком комсомола работал вовсю, тут же обнаруживают это, и день людям есть чем себя занять. Но тогда мы придумали сразу, что он Иван Сафронов МЛ. Потом он начинает писать какие-то стажерские заметки, а потом он как-то сделал так, что МЛ можно было убрать, и он стал просто Иван Сафронов. Магия имени сработала процентов на 30, а процентов на 70 сработал сам Иван Сафронов, который был МЛ. Потому что через полгода я понимаю, что мне нужен человек, который будет писать про космос. Ей нужен человек, который может начать писать про военную всякую историю. И я говорю, Вань, давай попробуем. И Ваня пришел и стал потихоньку работать. В общем, через год было понятно, что эта позиция начала прикрываться потихоньку. Заменить человека невозможно, но года через 2 стало понятно, что это очень серьезный игрок. Это человек, который может заниматься этой тематикой хорошо на долгосрочной основе. Для меня это всегда такой темный лес был. Ракеты летают, самолеты. Боже, как вообще об этом может интересно что-то писаться? Вот. А он как-то раз... Ты знаешь, это вот такое становление. Раз написал. Классно. 2. Классно. И вот потом вот эту вот галочку, да, Иван Сафронов младшего брали. И стал просто Иван Сафронов. И он всегда говорил, смотри, папа же, наверное, как бы гордился бы. Он был близок с отцом, в принципе, понимаете. Он видел, как тот работает. Он брал его с собой в командировки иногда. И он видел, и ему было это интересно. И в конце концов я решила, что почему я должна наступать как-то на его желание и запрещать ему заниматься тем, что ему нравится. Он поступил на бюджет, поступил по Олимпиаде, он выиграл конкурс «Юный журналист», будучи учеником 11 класса. И начал работать сначала курьером, потом потихонечку начал писать. В общем-то, у него это получалось, ему это нравилось. Для него фигура отца – это была важная фигура? Я думаю, да, но мы старались, насколько я помню, не ходить и не говорить «Ваня, ты должен нести знамя» и так далее. Но для него это, конечно, было очень важно. И мы 2 марта каждый год в отделе мы поминали Ивана Ивановича, присаживались, вспоминали. Для Вани младшего существовала загадка смерти отца? Я думаю, да, конечно. Могло ли быть такое, что он хотел это расследовать, но сам? Я не знаю. Я не знаю. Вот сейчас я не то, что подбираю слова. Я ему всегда говорил про осторожность. Я ему всегда говорил, Вань, если ты чувствуешь хоть какую-то опасность, то сначала приходи, обсудим это, да. А если это большая опасность, то держи ухо востро. И он его держал. Я думаю, что он знал про это в силу того, что он, конечно же, общался с коллегами отца.
Он, конечно, с ними разговаривал. Там были друзья семьи, которые явно чувствовали себя очень неудобно, потому что все это произошло. Да? Но я думаю, Ваня об этом не рассказывал. Мы с ним, конечно, об этом говорили, но я не думаю, что он кинулся бы это вот так вот расследовать. Ну, ты уверен в том, что если была какая-то опасность, если была какая-то стрёмная ситуация, он бы пришел к тебе и рассказал об этом? Он приходил. Он говорил, однажды был случай, когда он почувствовал за собой слежку. Он мне позвонил с дороги, я сказал, я сейчас звоню в службу безопасности, и ты звони. Служба безопасности наша подхватила его около метро, и какое-то время его просто прикрывали. Это какой был год? Это была зима 17-го года. Но при этом я тебе хочу сказать, что он жил такой нормальной жизнью молодого человека с какими-то радостями, с каким-то весельем. И не то, что он сначала выставлял кепку на улицу, да, потом выходил сам. Нет, конечно. А с отцом они успели поговорить про профессию? Конкретно то, что Ваня будет заниматься тематикой отца, я думаю, что не было такого разговора между ними. Была ли в Ване такая надежда разобраться, может быть, в том, чем занимался отец? Вы знаете, мы на эту тему не говорили. Вообще было табу, потому что я очень тяжело переживала гибель мужа. И в семье, в общем-то, мы старались об этом не говорить. Но я не думаю, что это было целью его работы, понимаете? Он занимался тем, что ему было интересно. Я не думаю, что он глубоко копал в данном направлении. Мне кажется, что журналистика, связанная с оборонным комплексом и со всеми финансовыми делами, связанными с этим, в России это, в общем, почти смертельно опасное дело. Я бы назвал пару тем, которые гораздо опаснее. Например, все, что связано с описанием криминалитета и вот этих спецслужб. Угу. Все, что связано со спецоперациями спецслужб. Все, что связано с расследованием больших финансовых схем. А военная журналистика, она, возможно, как мне кажется, вот в те времена ты все равно начинаешь разговаривать с людьми. Если ты разговариваешь с людьми, то ты говоришь не только о том, что интересно тебе, но и можешь услышать их мнение. И это диалог. И когда ты находишься в этом диалоге, то ты сам понимаешь, где дальнейшие шаги становятся все более и более опасными. Для того, чтобы написать и опубликовать текст, мало узнать. Надо подтвердить. Надо получить какие-то сторонние свидетельства. Надо получить цитаты. Надо убедить редактора в этом. Да? И это все, вот эта вот нормальная журналистская работа, как мне казалось, до какого-то момента снижает опасность. То есть вовлечено много людей в это? Да, вовлечено много людей. Военный журналист звонит в такое-то ведомство и говорит: мы знаем, что вы делаете то-то. Ну, вот я узнал. Как, что, откуда? Узнал. Ваш комментарий. У ведомства есть две дороги. Первая – вступить в диалог. Сказать: да, мы это делаем, но нам нужно время для того, чтобы дать некие пояснения. А вторая, которая все чаще и чаще используется, сразу начать звонить по начальству и кричать: помогите, спасите. Да, и тогда с заметкой большие проблемы. Но для этого нужны другие подтверждения. И это все, в общем, делает работу журналиста, конечно, стрёмной, но это не угроза жизни и свободе, как мне казалось. Конечно, для Вани было очень важно не просто узнать, а ему важно было это опубликовать. Он был человеком старой формации, он любил бумагу. Я говорю: сайт же есть. Сайт такой прекрасный сайт. Не все о нем знают, но он такой прекрасный. Нет, это бумага. Понимаешь, почему бумага, да? Почему? Потому что тут стереть нельзя. Как часто его заметки снимались по звонку сверху? Это бывало не очень часто. Тут есть тонкость, да? Вот наша вот эта вот немного потусторонняя жизнь второй половины десятых годов. Что снимать из газеты заметку? Можно сделать так, что вот тут должен быть комментарий. Очень важный. Этот комментарий просто не дают.
она без него выйти не может. И, соответственно, она передвигается. А дальше либо там удается ее все-таки пробить, и это не то, чтобы человек не в состоянии выдавить из себя 2 строчки, которые означают, мы не занимаемся этим вопросом, никогда не занимались, да? Это убедить его в том, что эти 2 строчки будут, и ничего плохого не случится. Либо заметка сдвигается на когда-то. Я сейчас не вспомню, какие были те, которые умирали. А были те, которые снимали с сайта, потому что Роскомнадзор требовал, потому что там выдвигались какие-то претензии. Вот когда погиб Иван Иванович Старший, и перед тем, как пришел Иван Иванович Младший, был мой коллега, он занимался военной тематикой, очень профессиональный человек. И однажды ему прислали письмо на страничку из Роскомнадзора со словами, что вот вы все переврали, давайте опровержение, мерзавцы, негодяи, как вы так можете. И мой коллега сел и написал ответ на 4 листах, где на каждой полстрочки вот эти вот претензии был ответ с фактами, скриншотами, цитатами и так далее. Мы его читали, по-моему, все редколлеги, и с наслаждением отправили входящим. Я это сохранил. Я показывал всем, но Ване я показывал это несколько раз. Говорю, вот у тебя должна быть такая подложка. Если ты можешь, делай скриншоты. Копируй, создавай библиотеку. Он это понимал и, в общем, старался делать. И не случайно, вот как я читаю хронику судебных заседаний, Ваня говорит, дайте мне интернет на 3 часа, я вам покажу, откуда что я брал. Это не секретные сведения, да? Ну, потому что очень, все равно много информации, просто ее надо собирать, если ты знаешь, и уметь анализировать. Когда Ваня переходил в Роскосмос, он обсуждал с вами это решение? Да, обсуждал это решение. Я им еще говорила, Ваня, ты понимаешь, что ты идешь совершенно в противоположную, в общем-то, другая совсем идет этап твоей жизни. Он мне говорит, мам, я понимаю, но ты понимаешь, ты вспомни, как папа любил космос. Ты вспомни, что для него значила та же орбитальная станция мира и все остальное. Я буду на полшага ближе к нему, может быть, он меня оттуда будет видеть и будет радоваться. В общем, он хотел там работать, и у него были большие планы по этому поводу. Понимаете, он говорил, что я могу сделать хорошее, я могу принести пользу там. Он с тобой советовался, прежде чем уйти в Роскосмос? За 2 года до. Ничего себе. Значит, за 2 года до, в 2018 году, он пришел ко мне. И он мне рассказал о том, что его позвали советником в Роскосмос. Я описал, что и как. Я ему сказал, во-первых, по деньгам я даже спорить не начну, не тягаться. Но его зарплату умножили на тот момент, насколько я помню, в 8 раз. То есть его коммерсантовскую зарплату? Да. Она была на тот момент уже вполне такой нормальной. Я ему сказал, я тебе запрещать не могу, но, во-первых, я хочу, чтобы ты сказал об этом главному редактору, и, может быть, главный редактор сможет что-то тебе предложить. А во-вторых, подумай, пожалуйста, что можно перейти с фигурного катания в хоккей, но потом вернуться с хоккея в фигурное катание уже будет не то. Гибкость исчезнет. Не де фуэте. Он пошел думать. Ваня тогда не было 30. Не надо до 11 часов вечера, даже до 9 сидеть, да? Не надо мучиться, да? Ты можешь пойти и наслаждаться всеми прелестями корпоративной жизни нулевых и десятых годов, да? Конечно, разрыв совершенно дикий между тем, сколько зарабатывают журналисты, и с тем, сколько зарабатывается в пиаре, тем более в госпиаре. И Ваня тогда долго думал. Ходил и говорил, может быть, что-нибудь попробовать другое, что-нибудь там чем-нибудь позаниматься, может быть, с другой стороны, не журналистом, а с другой стороны. А я ему говорю, Вань, пробуй, у тебя вообще такой возраст крутой, пробуй, не хочу, ты уже, в журналистике свое имя имеешь, попробуй, что-то другое. И вот он как-то ходил, метался, потому что ему нравится писать. Вот как не банально это звучит, ему нравится собирать информацию, писать. И Ваня решил остаться, потому что у него остались какие-то журналистские интересы. Хотя о том, что он отказался, он мне напоминал, наверное, раз в неделю. Это в шутку было такое. Он приезжал, говорит,
Мы тут запускаем очередной спутник, а между тем я бы мог. Я говорю, ну что ж поделать. Ты выбрал спутник. Ну, так мы перешучивались, но, конечно, когда вот такое приложение приходит, человек над ним всегда думает. И это вот такая была проблема. Ваня почувствовал, что можно перезагрузиться, можно делать что-то новое. Потому что у нас есть проблема. Российская журналистика всю дорогу, она жутко молодая. Вот человек стал топ, а ему было там 26-27 лет. Это довольно сложно. Я не знаю, что было, пошел бы он в Роскосмос, если бы мы остались в «Коммерсанте», если бы не было вот той весны. В 2019 году и ты, и Сафронов, и еще ряд сотрудников «Коммерсанта» уходите из газеты. Почему? Был написан текст, поставлен на центр первой полосы о том, что Валентина Ивановна Матвиенко может сменить работу и перейти на какую-то важную должность в новую структуру, которая создается на месте Пенсионного фонда и Фонда социального страхования. Место ее может занять Сергей Евгеньевич Нарышкин. Нарышкин тоже подберут какую-то замену. Обычная кадровая заметка. Сколько фамилий было под этой заметкой? 5. Иванов, Сафронов, Корченкова, Сапожков, Мануйлова. Значит, 2 человека были от экономистов, которые получили комментарии о том, что это слияние фондов может быть, но оно не планируется, вообще его никогда не будет. Знаешь, что эти фонды слились? Да, знаю. Был кусок Ваня по Нарышкину, и были ребята из политики, Максим Иванов, заместитель редактора отдела, и Наталья Корченкова, корреспондент, которые, собственно говоря, там добирали эти комментарии. После опубликования этой заметки что началось? Ничего. Ничего не было на следующий день. На следующий день было... естественно, опровержение, что-то там пробулькало в телеграм-каналах и ничего. И следующую неделю ничего не было. А вот уже через неделю я как раз взял такой микроотпуск и улетел на Алтай. И вдруг выясняется, что в Москве происходит какой-то кошмар, что в Москве скандал, причем такой скандал скрытый, потому что все обиделись. Чем кончилось? Кончилось тем, что акционеры предложили Ивану и Максиму уйти по соглашению сторон. Я сказал, что поскольку я подписывал номер, я вел номер, это моя ответственность. Значит, если их ставят к стенке, то, значит, пусть потеснятся. Алла Викторовна Барахова сказала, что она тоже работать не будет. Мы сдали номер и поехали туда все поговорить о том, что кто-то еще, может, уйдет. Но вообще мы никого ни в коем случае не неволим. Наоборот, у людей жизнь. У людей семьи, у людей какие-то обязательства есть. Они должны работать. Да и вообще там газета не должна страдать. Я приехал, изложил это соображение. Потом слово взял Иван. Иван сказал, что он очень просит всех думать, не принимать поспешных решений. В конце концов, думать о себе. Люди подумали и сказали, что нет. Ну, каждый это говорит. То есть вы всем отделом политики ушли? Отдел политики, плюс еще один корреспондент при главном редакторе Анна Пушкарская, она в Питере работала. После этого Сафронов пошел в «Ведомости». Да. Вот. И в «Ведомостях» он, собственно, ушел, когда там тоже сменилось руководство. Он прям вот в тот же день вышел и написал. Зеленый говорит, ну, значит, наверное, точно надо что-то другое пробовать, раз вот, ну, как бы не складывается. Он, значит, там писал вполне себе заметки. Он раздобыл историю про какие-то очередные награждения, да, которые были закрыты. Он взял интервью очень большое у Юрия Борисова, который был вице-премьером, отвечавшим за вооружение, как я понимаю, за ОПК. И вот это для меня как бы такая загадка. Если его вели, если считали, что он что-то знает, что он в чем-то замешан, он берет интервью у человека, который ведает всем вооружением. Не, Юрий Борисов – это там суперфигура, у которой почти невозможно взять интервью. Да, он взял ее. А потом в «Ведомостях» сменилось очередной раз начальство. То есть «Ведомости» были проданы потом. Пришел Андрей Шмаров. И Иван, в общем, не захотел с ним работать. Там, собственно, потом вся редакция ушла. После того, как люди попытались сохранить те ведомости, к которым они привыкли, и те ведомости, которыми они считали правильным делать. Да? У них не получилось. Но Иван, это уже была не война Ивана. И
Иван, в общем, пошел в сторону Роскосмоса. Я ему сказала, ну, в общем, пробуй, дерзай. Почему бы не попробовать? Пробовать надо все. Попробуем. И там, кстати говоря, тоже у него не было допуска. Поскольку работала с информацией, там куда-то, там что-то, у него там, насколько мне известно, не было никаких секретных. Он не был секретным носителем. Почему у вас так было заведено, что он вам звонил каждый день? Потому что я, наверное, тревожная мама. Вы понимаете, они всегда были со На мной. каждую тревожную маму есть бунтующий подросток. Вы знаете, вот у меня не было бунтующих детей. Мне повезло в этом плане, я очень счастливая мама в этом плане. А потом, вы знаете, мы всегда были рядом. Дети всегда учились в школе, где я работала. То есть то, что мы видимся ежедневно, то, что мы общаемся постоянно, это было нормой. Вы понимаете, в чем дело? Им было интересно, что думаю я, чем занимаюсь я, что я делаю. Мне было интересно, где они, что они, как с ними все. Здесь это просто элементарная забота и привычка. Потому что всегда и до сих пор, вы знаете, это традиция, которую поддерживают все, включая моего зятя, который тоже может мне позвонить, сказать, как дела, я еще на работе, я немножко задержусь или я приеду. Нам важно знать, где, кто и в каком настроении, состоянии, как здоровье и так далее. Когда ты узнал о задержании Ивана в 2020 году, ты поверил в это? Я сначала подумал, что это какая-то ахинея. Я подумал, что это не может быть какой-то основательной историей. И я, честно говоря, первые часы провел в таком оцепенении. Говорю, сейчас выяснится, да, бывает такое. Я подумал, что это какая-то разборка. Я был убежден до вечера, что он поедет. И это мне очень серьезная ошибка, за которую я себя корю и буду корить, наверное, до конца. Я считал, что он вечером поедет под домашний арест. Я считал, что там столкнулись какие-то большие-большие торосы, и в рамках этого домашний арест. Он будет сидеть дома, там, и дальше люди разбираются. А потом выяснится, что это обвинение, что это все как есть. И, конечно, это было очень серьезным шоком. И потом, в общем, выяснилось, что следствие уперлось. Накануне, в выходные дни, Ваня был на даче вместе с нами, со всеми. Потом он уехал, звонил мне, как обычно, что доехал, все нормально. Утром этого дня он мне позвонил с утра и сказал: мама, привет, как вы? Такая жара стоит ужасная, а мне придется ехать в костюме. Ты можешь себе представить? Я говорю, уж потерпи, нужно хорошо выглядеть. Он говорит, да, конечно, все нормально. Вечером созвонимся. Аккуратней, на солнце не будь. Все, разговор. Все, мы утром, я встала, Иришка тоже, дети еще спали. И вдруг раздался стук в дверь. У нас там на даче привозят различные продукты и так далее. Мы решили, что это Иришка пошла все. И возвращается в сопровождении большого количества мужчин в белых рубашках, которые вдруг предъявляют мне ордер на обыск и говорят о том, что мой сын арестован. Я вам честно скажу, я даже не испугалась. Я считала, что это недоразумение. Я говорю, да такого просто быть не может. Что это за глупый розыгрыш? Что это такое? Да, я открыла калитку. Очень шумно было. У нас калитка такая из профнастила, когда там любой шорох, знаешь, там сразу раздается. Думаешь, что такое нетерпеливое. И тут, когда на тебя заходит так тых-тых, это сейчас везде, там, да, можно увидеть. Это так, оторопь такая. Я думаю, боже, это что такое случилось? Травка что ли не оплатила за езду? Что это такое вообще? Они сразу сказали госизмена. Да, там листочек, в госизмене. Он что-то говорит такое, то есть воспринимаешь как-то, а потом так перевариваешь госизмену. В какой момент вы поверили в то, что все, что с вами происходит, реально? Наверное, после того, как я увидела глаза моих внуков, которые видели, как меня посадили в машину и стали увозить в Москву, чтобы сделать обыск на квартире. После обыска, когда уже обыск закончился, все ушли, приехала моя подруга, посадили меня в машину, отвезли на дачу к детям. Они вас там ждали?
Да, они оставались на даче. Обыск был там на даче в этот момент. И меня отвезли на дачу, где я хоть успокоила всех, по крайней мере, мы были все вместе. И Иришка, и внуки, которые вцепились в меня и говорили, что случилось. Вот так мы узнали, что происходит. А как вы им объяснили, что происходит? Вы знаете, старшей девочке мы, в принципе, она видела все, мы ей сказали, что так произошло. Младший мой внук не знает до сих пор, где Ваня, в командировке. Я не знаю, как ему объяснить, ему 7 лет вот только исполнилось. Он очень скучает, он ждет его, все время говорит, ну почему он к нам не едет? Но если он к нам не может приехать в своей командировке, давайте поедем к нему. Почему вы не сказали младшему ребенку ничего? Катя, как скажешь. Стася просто включила телевизор и увидела момент задержания. Ну и, пардон, ей как бы 14, это немножко другое. А он... Причем, ты знаешь, мне кажется, он знает и догадывается гораздо больше, чем мы как бы думаем. Потому что, ну, он, естественно, там в телефоне видит фотографии, там, видит какие-то вещи. Вот мне кажется, он мне говорит, да, мам, Ваня в командировке, это только чтобы вот, ну, я там, ты же, нет. Ты знаешь, как-то у него на самом деле и страх вот этот вот потом очень, очень долго был. Звонков в дверь, ребенок вздрагивал, как бы, то есть это все было. Я просто даже не знаю, как начать, понимаешь, это. Наверное, я не права а может и права. Не знаю, время покажет. Я вот сейчас вот по нему смотрю и ищу вот такой момент, когда они переписываются, они пишут письма друг другу, там Ваня ему присылает какие-то кроссворды, они разгадывают, Ваня присылает ему игрушки на день рождения. Вот как сказать. Такой привычный маршрут, если можно так сказать, повезло, что это рядышком. Еду в СИЗО Лефортово передавать Ване что-нибудь вкусненькое. Раньше были очень строгие правила, именно прям передавать можно было прям какой-то минимальный набор продуктов, чтобы это все было запечатано, запаковано. Хотя нет, вот касаемо там овощей, фруктов всяких, это можно было все такое вот прям домашненькое, с рынка. Но нельзя было, например, никакие вареные вещи. В последнее время стало разрешено передавать готовую продукцию, ну, так называемая вот кулинария. Очень, кстати, забавно, там же все надо разогревать. При этом, вот, как вы понимаете, никаких микроволновых печах, да, и плитах речь, конечно же, не идет. Вот, но там говорят, кто во что гораст. И в водяной бане, и как-то на пару от чайника. Ну, в общем, я думаю, что это потом лучше спросить будет у Вани. Он расскажет, я думаю. Много всего интересного. Если я правильно понимаю, Иван Сафронов-младший был человек крайне умеренных взглядов, который поддерживал присоединение Крыма, который не был человеком, который выходит на протестные всякие митинги и вот раскачивает лодку, что называется. Я правильно говорю? Нет, неправильно. Он не был активистом ни в коем случае, но он ходил на митинги. Был ли он в первых рядах и готов ли был сражаться с полицией? Да, по-моему, нет. Он не был ни оппозиционером, ни провластным. Да? Судьба его потихоньку несла в сторону, скажем так, есть такая партия, называется технократов, которые, вот мы работаем, делаем свое дело, и все остальное, ну, не очень важно. И плюс, я думаю, что он, как любой нормальный сын военного, и сам не военный, он не любил войну. Нормальные военные войну не любят. Нормальные военные знают, что от этого кровь, суета и всякий непорядок. А что касаемо, ну вот про то, за какую политическую партию бы он голосовал, ну я не спрашивал. Вот вы и Ваню, и Ирину воспитывали же в очень патриотическом духе. У вас старший Сафронов был большим патриотом своей страны. Абсолютно точно. Вы знаете, вот этот русский офицер – это музыка костей. И Ваня вырос в семье, где патриотизм – это не пустое слово было. Дело в том, что все наши бабушки и дедушки, они все участники Великой Отечественной войны. Он всегда знал, он гордился этим. Он вырос в семье глубоко патриотической. Для него родина, страна – это не пустой звук. Если я правильно помню, то Ваня был из тех людей, которые поддерживали присоединение Крыма. Да.
Но он действительно патриот своей страны, понимаете? Поэтому еще абсурднее кажется вот эти вот обвинения все абсолютно. И мой мальчик, он не предатель, по сути, он очень порядочный и честный человек, понимаете? Он никогда бы не сделал ничего плохого ни себе, ни семье, ни стране. Это абсолютно точно. Крым. Ты знаешь, я мог бы сейчас сказать, что что не помню, но это будет неправдой. Он не был против. Это тема совершенно отдельного разговора, но у него восприятие Крыма было как... сейчас немного такое своеобразное сравнение. Как у немцев и французов в свое время по поводу Эльзас-Лотарингии, которые и те, и другие совершенно искренне считали своим. Но я думаю, что... не дальше. У него вот это вот военкоровского задора. Мы едем на броне танка, и вокруг все стреляет, а я снимаю это на видео, да? Угу. Вот этого у него точно не было. Плюс, поскольку он очень много знал и очень много из того, что он видел, не уходило никуда, он к государственной машине относился очень здраво к ее возможностям и к тому, как она работает. Патриотом начальства он точно не был, как мне помнится. Патриотом своей страны, да, он был. Знаешь, вот, наверное, очень мало у нас нормального политического языка, которым можно было бы описывать то, что происходит. Потому что старый язык умер, а нового языка еще мы не придумали. И вот в старом языке никакого определения для политической позиции Вани я найти не могу. Потому что кто что имеет в виду под словом патриот, либерал, государственник, антигосударственник и так далее, да, все это на самом деле пустые слова. Либералами именуют всех, кто не нравится. Да? Либерал стало заменой другого слова, обозначающего этническую принадлежность. По-хорошему-то. Да? Не могут сказать это, говорят так. И то же самое с другой стороны. Я не знаю, я предвосхищаю вопрос, который наверняка должен быть, что бы он сказал 24 февраля. Я не знаю. Мог ли он по своей работе знать что-то, что предвещало 24 февраля? Нет, не в Роскосмосе, я имею в виду в журналистике. Он же довольно внимательно следил за перевооружением армии. Но тут же такая вещь, что можно довольно легко по планам понять, что собираются сделать. А вот что сделали и что реально сделали, что работает, это не очень понятно. Не могу сказать, что он твердо знал, что мы начнем в Сирии. Зато довольно быстро написал текст о том, во что нам эта Сирия обходится. Армия перевооружалась. Да, была программа перевооружения, по-моему, с 12 по 22 год. Да, он за ней довольно подробно следил. Было понятно, что нам не дадут нового оружия купить. Да, потому что он довольно подробно писал про Мистраля. Оружие у него было главным. Если бы ситуация сейчас Иван на свободе, начинается то, что начинается 24 февраля, и он становится экспертом. Много ли он мог бы рассказать о состоянии российской армии сегодня? Насколько эта информация была бы опасна? Очень. Потому что то, как это работает, то, как выстроены новые законодательные нормы, это предполагает либо передирать пресс-релизы, либо их дополнять в какую-то определенную нужную сторону, либо не делать ничего, либо это закон о фейках. Насколько он хорошо разбирался в том, из очень чего хорошо состоит наша армия, чтобы пояснить, что происходит? Очень хорошо. Я могу сказать, что такой экспертизы не хватает. Потому что он очень хорошо понимал в том, что делается новое, и в том, что насколько уверенно это делается. Вот. Он очень много знал про то, как оснащена армия, и про то, что... И, кстати, он мог бы написать, что есть у другой стороны. Он про это бы тоже понял. Вот письма забрали, значит, сейчас будем читать. Тоже такое приятное занятие.
Привет, Утка. Пишу в субботу, только что закончил квартирный вопрос на НТВ. Смотреть, а значит, уже пора садиться за письма. Итак, краткую весточку после среды я написал маме, а в четверг тебе. Повторяться не буду, у меня все круто. На душе все ровно, потому что я знаю, что вы для меня есть самое главное, все остальное досадные мелочи. Да, мне безумно жаль проведенного в отрыве от вас времени, но я не мог поступить по-другому, как-то дожить-то дальше. А теперь все не только в России, но и в мире будут знать, что журналисты в России против за то, что он писал статьи. Мощь, конечно, многоточие. Но отталкиваюсь от того, что у меня есть. Ты утка? Да? А он ты знаешь, утка, брат. Нет, ты знаешь, на самом деле это было очень забавно, когда Стася ходила в сад, в чате какой-то там родительский скандал, не скандал, в общем, недоговоренность. И он выходит и говорит, вот знаешь, есть вот матери ехидные, а есть, так поворачивается и проезжает машина утконос. Он говорит, а есть матери утконосы? И вот с тех пор у нас, в общем, вот утка или там утконосовая, там вот утка, это вот наша такой позывной, если это так можно назвать. 2 года, что Ваня находится под следствием, вы не приходили ни в суд, никуда, вы только неделю назад первый раз пришли как свидетель в суд. Да, я была вызвана как свидетель суда. В первый раз за 2 года его увидела, конечно. Вот. Это очень тяжело, поверьте мне. Было очень тяжело, когда почти полгода не было писем. Это было очень тяжелое время. Вот. Ну, не знаю, как будет дальше. То, что я увидела, это плюс. Он увидел меня, мы с ним переглянулись. Я посмотрела, что он возмужал, что он держится молодцом, спокойным. Понимаете, в чем дело? Для меня это важно. Что он жив и здоров. Это меня тешит каким-то образом. Вы намеренно не ходили до этого в суд ни разу? Или... Вы знаете, да, намеренно, потому что вот по течение 2 лет я более-менее начинаю, по крайней мере, адекватно реагировать на происходящее. И вот даже беседуя с вами, я, собственно, не давала интервью даже не потому, что мне было физически тяжело. Вот. А не ходила еще потому, что Ваня очень любит меня. Ему было тяжело. Но я больше чем уверена, что он не хочет, чтобы я была на оглашении приговора. Почему? Я вам объясню. Потому что он боится за меня. Он боится моей реакции. Он боится того, что это может вызвать, спровоцировать какие-то болезненные. В общем. Дело в том, что у меня просто... Я гипертоник сама по себе, и у меня все мои люди, близкие мне, умирали от инсультов. И мои дети, Иришка и Максим, и Ваня, они пытаются оградить меня от этого. А вам со мной как бы было легче? Не знаю. Не знаю. Было очень тяжело видеть его, было с одной стороны. Слава Богу, что живой, слава Богу, что я увидела его, что вот он стоит передо мной, мой сын, мой родной, мой мальчик. С другой стороны, очень тяжело. Видеть его, понимаете, в этом аквариуме, это ужасно. Это ужасно. Не дай Бог никому это пережить. Это твоя была идея, чтобы мама не ходила на заседание? Это было наше суда? с Ваней на самом деле, знаешь. Мы как-то с ним одновременно друг друга спросили, там же как письма получается, то есть ты ждешь, пока письмо приходит, ты уже забыл, что ты там написал, как бы там он тебе вроде отвечает, о, да, я вспоминаю, начинаешь писать. Слушай, мы не умеем писать письма. Вот вообще не умеем. На самом деле это круто. Ну вот как бы... Но вот тем сколько не менее, времени занимает? ждать. Вот он тебе написал письмо. Вот смотри, Через да. сколько оно к тебе приходит? Ну вот я вчера вытащила из ящика письмо, было от 13 числа. А я ему вчера написала, там, допустим, на него ответ, это был 24. Но он получает быстрее, потому что я отправляю оттуда. И, соответственно, как-то мы вот с ним тогда друг другу задали вопросы, как-то вместе с ним одновременно ответили. Да, это было наше, скорее, решение. Мама его как-то вот так вот приняла. Ну, потому что она тебе объясняла, что она очень боялась как бы выбить его из какой-то... Вот. То есть он думает о ней, она думает о нем. Ну, мне, конечно, попроще, как ни крути, да, хотя тоже безумно тяжело. Телефонные разговоры. Так ни одного и не было. Все было отказано, хотя были поражения. Все было отказано, включая. Даже когда он хотел поставить меня с 60-50-летия, не разрешили. Но письма есть, письма хорошие. Он свои журналистские способности все употребляет, он пишет обо всем, что думает, о том, что читает, о каких-то бытовых таких вещах.
Он в курсе всего того, что здесь происходит. Я пишу ему все до мелочей, чем занимаюсь я, чем занимаются дети, какое у всех настроение. Даже если кто-то приболел, то же самое, понимаете. Он с нами все переживает. То есть он абсолютно в курсе того, что происходит здесь с семьей. И что он знает, что семья его поддерживает, а для него это самое главное. Я всегда заканчиваю свои письма строчкой «Всегда с тобой, твоя мама». Что ему помогает? Он говорит, поддержка, безусловно, всегда в каждом письме, в каждой в соцсети, когда там пишет какие-то эти вещи, поддержка. Он ее прям ценит и старается ответить прям максимально каждому. Причем это выглядит так. Я написал, найди, пожалуйста, ответь. Я говорю, а как? То есть, понятное дело, что если есть какие-то варианты, я могу найти. А например, он там писал, если помнишь, был такой случай, Колкер. Он написал, значит, письмо поддержки, но в Фейсбуке я найти нашла, но, видимо, люди им не пользуются. То есть, в общем, к сожалению, не удалось передать. А ты такой хаб всех этих писем? Получается, что да. Сколько времени тебе это отнимает? Слушай, сейчас это более структурированно как-то стало. Меня, в принципе, занимает день. Пока у него еще нету приговора, то есть пока он не осужденный, поэтому ему можно 30 килограмм в окно, а на почте можно сколько угодно, то есть посылай не хочу. Но понятное дело, что все это ограничивается площадью камеры и где хранить, да. 8 квадратов, по-моему, Ваня как раз описывал, камера, 8 квадратов, то есть на двоих. И там, конечно, регламент, там сколько-то вещей должно быть, то есть там нет такого, сегодня я в костюме, завтра я в джинсах, или еще что-то, то есть там четкий регламент из того, сколько у него там должно быть маек, сколько футболок, сколько нижнего белья, спортивных штанов и так далее, и так далее. Из последнего там вроде... Вентилятор у них, естественно, есть в камере, потому что, мне кажется, это просто ужас, когда в непроветриваемом помещении, в котором еще, что уж там говорить, конечно же, судя по письмам, которые приходят, так накурено, мама дорогая. Среда – святой день, да, то есть это утром едешь, то есть накануне закупаешься, утром едешь, там стоишь, там непредсказуемо. А потом, собственно говоря, если ребята звонят, говорят, там будет заседание, или возможность увидеться, помахать. То есть я иногда приезжала просто в суд, когда уже в Мосгоре было, просто поднималась, то есть ребята-адвокаты заходили, дверь открывали, я махала, он так махал, и я уходила. Да. То тогда, конечно, меняется то есть мы пытаемся тогда все вместе как-то дни перекроить, то есть, я не знаю, мама где-то, может, отпрашивается, чтобы быть с детьми, муж мой тоже с работы отпрашивается. Все мне всегда говорили даже, что ведь бомба не падает в воронку, одну и ту же воронку, понимаете, в чем дело? А у меня все время какое-то преодоление, да, собственно, и Ваня пережил в этой жизни очень много после того, как погиб мой муж. Ване досталось тоже ого-го в 17 лет, потому что лежала одна парализованная бабушка и вторая страдающая деменцией. То есть это мать моего мужа. И мы с ним вдвоем, и Иришка с мужем. Вы можете представить? И это ежедневный уход за больными людьми. И вообще в 17 лет он стал моим опорой и плечом, понимаете? Я считаю, что это тоже характеристика человека. Честный, порядочный, умный человек. Мне кажется, что он мог бы принести очень большую пользу нашей стране. И почему он оказался в таком положении, необъясним. Необъясним, честное слово. Жестокость, которая применяется к Ивану, отсутствие звонков, встреч, вообще чего бы то ни было, какого-то тактильного, да? А, кстати, для него это очень важно. Ваня очень тактильный. В обычной жизни он бы сейчас спокойно не сидел. Ему надо обняться. Он бы, не знаю, с тобой бы 100 раз уже обнялся бы, подошел. Для него это прям запах, потрогать, пощупать. Очень важно. Первым делом-то спросила у адвокатов, как он без телефона пережил. Потому что, это наша жизнь, да. Он говорит, гораздо больше от этого. Он говорит, месяц. Месяц, да, и потом ты уже от этого отвыкаешь. А все остальное, он же в одном из первых писем, знаешь, я помню, тогда рыдала. Он говорит, для меня самое страшное забыть голоса. Голос. И если задуматься, это же действительно так. То есть ты можешь написать, со мной все хорошо, со мной там все замечательно, а голос?
голос вот как бы забыть. И сейчас вот как раз в СИЗО же отменили эти, что у нас было, корона, ограничения, разрешили свидания. Люди ходят на свидания. А вы нет? Нет. Суд не дает сразу. Мы как бы ходатайства подавались. Ну, Кать, знаешь, такая есть фраза, когда ты приходишь вот в СИЗО, там есть свой перечень, как бы, чего можно, чего нельзя. И вот вопрос «почему?» вот его там не существует. Ответ «потому». Спасибо огромное за еду. Вчера вечером вместе с салатом ел рулет. Он более чем норм. Каши получил. С утра ей и позавтракал. Из нужного. Сахар, кофе растворимый, леденцы. В автозаке угощаю всех. Слышал, что теперь нет проблем с передачей химии. По возможности пришли гель для бритья и гель после бритья. А еще лезвие очень тупится быстро, капец. Остальное вроде все есть. В понедельник снова поеду в суд. Жду встречи с ребятами. Писем на этой неделе от вас не было, но уверен, что в понедельник по возвращению они уже будут меня ждать. Посмотрим, во сколько вернусь. Что-нибудь, может, успею ответить. Но в любом случае во вторник через ребят что-нибудь оперативное передам. У меня в Лефортово все без изменений. Соседа нет. Что, кстати, тоже вызывает в автозаке определенную зависть. Когда жарко, то тяжеловато будет вдвоем. А так, считай, в королевских условиях. В остальном все пучком. У Вани потрясающий почерк. Серьезно? Очень мелкий, очень... Ну, Ир. Но он читаемый, Ира. Должен, что он читаемый. Мелкий, но читаемый, да. Мы все время переживали, чтобы у него не упало зрение. Ну, ты знаешь, у меня такое подозрение, что зрение упало у меня, потому что я всегда вчитываюсь, ну вот я же еще много писем расшифровываю для, ну как бы для ребят, И сейчас-то, мне кажется, я уже просто догадываюсь, как бы где что, но мне кажется, у него очень сложный почерк. Но за его зрение мы боимся, потому что читает просто Да, тонны. Мы не успеваем переслать ему книги. Это вообще... платиновым клиентом на Озоне. Ну, мне кажется, уже книг нету, есть. Современный. Причем он перечитал и классику. Все, я говорю, что даже угодно. если меня сейчас спросили, мы когда с Глебом что-то обсуждали, он говорит, давай сколько там книг. Я говорю, Глеб, я даже не возьмусь. Потому что, ну, помимо меня посылают еще куча, как бы, ну, людей. Вот классику они с дочкой обсуждают. У нас сейчас 10 класс, «Война и мир», как бы, да, «Преступление и наказание». Там, в общем, поскольку... Это Глюк Вани. И он же все им это заканчивал, он все это разбирал. Я-то как прочитала, где войну пропустили, мир, там, ну, ля-ля-ля. Нет, она все. Сейчас берет книги, где его почерком все подчеркнуто, выделено. Она говорит, ой, какая красота, я теперь буду работать. И она с ним как раз вот это все обсуждает. Это я туда отправляю. Ему я пишу так, Ваня, посоветую, говорю, своей нечитающей, господи, сестре, что-нибудь, говорю, такое мозгоразгружающее, говорю, пожалуйста. Он прочитает 5 книг, я даю выходную, поэтому со мной сложно что-то обсуждать, но тем не менее, читает вообще все. Причем так и пишет, что это туфта там, а это вот, ну там, ну это можно на разик прочитать. Вот вообще рецензор вот такой вот. Какие-то там делает свои, как он это назвал, научный труд Ивана Сафронова, то есть какие-то там статьи, что-то он там коллаборацию какую-то делает. Он как-то умеет выбрать самое главное из всего этого. И пишет он письма структурировано. Вот садишься писать, я про поговорить, да, то есть вот мне тын, я говорю, как ты вообще понимаешь, о чем? У меня тут мысль ушла, тут вернулась, тут это сам, а у него прям вот все как сочинение в школе нас в советской учили, да, там вступление, у него всем прям это так четко, и это прям воспринимается прям очень классно, я все время зачитываю. Ты переписываешься с Ваней? Да. Как часто? Я не знаю, что доходит, потому что я тут понял, что последнее письмо не дошло. Он мне пишет где-то примерно раз в месяц-полтора, и я ему раз в месяц-полтора отвечаю. Иногда он просто присылает открыточки. Сложно писать, потому что писать о своей жизни – это значит немножко все-таки поддразнивать человека. Да? Вот, Ваня, я был на раскопках. А я пишу. Ну, знаешь, вот сейчас я ему напишу там, про последние какие-то перемены в жизни. Мы, значит, пишем, да, переписываемся. Я эти письма собрал так, в пачечку. Надеюсь, что пачечка, конечно, будет пополняться, но что в какой-то момент предмет исчезнет. Я бы по телефону поговорил для начала.
знаете, такие какие-то мелочи со временем тебя начинают так вот, ну, где-то так в такой какой-то баланс приводить, потому что, ну, человек же не может быть постоянно в каком-то вот этом вот ужасном стрессе, да. Для меня вот я какие-то такие мелочи, такой пазлик составляю, ну, как бы нормально, значит, там, можно покушать, там, вот, передала, ой, все здорово, ой. Я покупаю продукты даже, знаете, как, здорово, это пройдет, класс, значит, там, Ваня сегодня такую вкусняшку покушает, там, или еще что-то. Ну, в общем, это, ну, насколько это возможно, конечно, успокаивает. Ты привыкаешь ко всему, безусловно, да, к этой ситуации, в принципе, как бы это ни звучало. Привыкаешь, все привыкают. Не смиряешься, привыкаешь. Я, конечно, восхищен упрямством, Ваня. Прям... Ведь 2 года, понимаешь, да, 700 дней. 2 года ты сидишь, в твоей жизни никакой ясности нет. Ну, потому что могут выписать один срок, он получится другим, да, может что-то измениться. И ты наедине с самим собой. Что я могу сказать точно, что Иван за эти 2 года прочел, по моим прикидкам, примерно столько же, сколько до этого. Это не означает, что ничего не читал, но просто появилось свободное время. И вот ты сидишь один, и ты, ну, иногда дают каких-то сокамерников, как-то с ними строят отношения. Иногда видишь следователя, иногда у тебя есть эта светская жизнь в виде поездок в суд. И ты находишься сам собой, ты думаешь. И ты анализируешь жизнь. Да? Я с большим интересом читаю его колонки. Потому что заставить его написать колонку хоть о чем-нибудь, это было немножко катастрофой. Сейчас каждый выпускник журфака желает колонку с фотографией с именем да побольше. А уж что там буквы написаны, это не важно. Ваня публицистику терпеть не мог. Каждый Новый год «Коммерсант» выпускает итоговый номер, и там всякие заметочки, итоговые колонки. Вот с Иваном было так. Он быстро писал какую-то колонку. Я ее открывал, читал, говорю: Ваня, нет, так не получится. Давай-ка ты сделаешь какую-нибудь такую колонку поширше. И он всякий раз сопротивлялся. Вот. Я сейчас с интересом читаю то, что он пишет. Да? Он, что называется, нашел место и время припасть к публицистическому жанру. И я вижу, как человек меняется. Это очень интересно. Чудовищное сравнение, но это такое жуткое реалити-шоу. И мне очень интересно, каким он выйдет. И хотелось бы побыстрее. Та жестокость, с которой с ним обходится система, пока он в Лефортово, я имею в виду не физическую жестокость, а скорее моральную. Отсутствие звонков, отсутствие свиданий, отсутствие возможности вообще кого-то потрогать. Она чем-то объяснима? Упрямством его. Ну, потому что система предполагает, что... Что он уже должен был сломаться. Конечно. Система предполагает, что есть определенный формат. В этот формат все и должно уложиться. Давай-ка ты, брат, дашь нам показания, да, а мы там посмотрим. Он их не дает. А почему ты их не даешь? А ты их не даешь, потому что, может, тебе что не то объяснили, и начинает объяснять. А дальше коса на камень. Там тоже упрямые люди. Эта жестокость, она в том числе бьет по... Они пытаются давить на больное место. Он же был очень семьяориентированным, ну, и остается семьяориентированным человеком. Вот это вот по 2 раза в день звонил маме. Раз в день так точно. Вот просто вот по... Это не то, чтобы вот так никто не делает, да, но к этому приходишь в другом возрасте, когда родители становятся уже совсем старыми, да, когда им нужна помощь. Ты понимаешь, да, и ты звонишь, чтобы узнать, что все в порядке. Что не упал, не того, да, а тут же там... Не то, чтобы все старые, да, вот каждый день мама, как дела, все такое. Племянников своих любил и любит. Нет, там для него семья была очень важная штука. С одной стороны, хочется какой-то определенности. Ну, людям всегда нужна какая-то определенность. Хотя бы понимать там, да, будешь. А с другой стороны, так не хочется услышать вот это вот, что это еще на какое-то время. Не будем говорить там на все, на какое-то. А еще почему я не верю, как вот ты говоришь, да, там в это. Ну, я просто смотрю на какую-то статистику, да, там вот был Алексей Воробьев, да, вот этот ученый, 20 лет, маленький ребенок. Это шпиономания все?
Ну как, очень много. Как бы, статья госизмена, вот приходишь в СИЗО, когда новые люди приходят, смотришь там, ну они же спрашивают волей-неволей, там, а у вас, знаешь, так сначала аккуратненько там. И он 275-я звучит очень часто. Ты читала ее, в принципе, нет? Ну все можно туда подвести. Поэтому и страшно. В принципе, люди там уже все друг друга знают, потому что, как вы понимаете, это такая история, ну, достаточно долгоиграющая все-таки. Там как-то люди быстро не сменяются, если только кого-то не переводят в другие СИЗО. Ну и, соответственно, появляются новые, старые помогают. В общем, такая своя жизнь. Это же статья ученых. В Новосибирске заморили этого человека по фамилии Колкера, да? А еще люди сидят. Они сидят не только здесь. Вот как просто 58-ю статью 30-х годов размазали на несколько статей и сделали для каждой страты свою. Наркотическую для людей обычных, измену для ученых, немного для журналистов. Хочешь заниматься бизнесом, для тебя 159, часть 4, по-моему, самая распространенная. Мошенничество. Мошенничество, да? Вот всем раздали по статье, живите как хотите. А получается, что мы никак не можем все что-то с этим сделать. Ну, чтобы это было по-другому. Это абсолютно прекраснодушное заявление, я это понимаю. Я очень хорошо помню, мне тогда как раз, по-моему, Павлов сказал, один из первых разов буквально. Он говорит, потому что вы здесь, и вам кажется, что там вообще так ужасно, в общем, это практически конец света. А он туда уже попал и понял, что там можно существовать, да, как бы, а теперь уже получается, что и жить. Это, говорит, ну вот как-то вас должно немножко успокаивать. Ну, скажу честно, да, это немножко, конечно, успокаивает, что, безусловно, главное, жив-здоров, да, а все остальное. Ну, вот очень хочется, конечно, какое-то чудо, чтобы бац. И я вот так пришла и кому-то сказала. А меня брат выпускает. Но, к сожалению, мне кажется, что чудеса случаются, но, наверное, не так. А вот потихоньку картины вокруг вас меняются? Ну, вот эти аресты, там все эти СИЗО, письма, их не было никогда в вашей жизни? Никогда в жизни не было. Вы знаете, изменилось все, вплоть до восприятия другого. Если раньше я никогда не обращала внимания даже на те новости, которые появлялись, ну, в том же Ядусе, что кого-то там арестовали и так далее, меня это не касалось, и меня это не интересовало. То сейчас я с ужасом смотрю, когда начинаются аресты, думаю, господи, боже мой, а почему же это происходит? А действительно ли виноваты эти люди? Или, может быть, это такая же ошибка, как с Ваней? В общем, изменилось, конечно. Ничего не могу сказать о состоянии. Вот ты говоришь про сына, как бы нас в тюрьме сидят преступники, на зону ездят там маньяки, убийцы, там, да, я не знаю, там, вот у нас же вот эти стереотипность, да, которая вот есть, ну, нет, там действительно, наверное, так и есть, но среди вот этого сейчас вот по факту-то оказывается, вот, если возьмем в СИЗО Лефортово, сидят ученые, много. Да, сидят люди, как бы там, по другим статьям, да, как они ее называют, народная 288-я, 228-я, ну, наркотики, короче. Но тем не менее, ну вот Ваня журналист один там, ну, как бы вот затесался. И Ваня там начинает, когда общаться, говорит, а ты знаешь, ну вот там, а вот этот товарищ там, слушай, оказывается, не то вот как бы вот. Или там этот тоже там вот не то. Вот Пыш звонил сейчас из СИЗО, он уже как бы там отбывает. Прибыл вместо отбытия кары, как он пишет. Ну что, говорит, нормально. Как вы себе вообще объясняете причины возникновения этого дела? У вас должны же быть какие-то там, не знаю, догадки, какие-то предположения, вот что-то, что вы себе говорите, вот, наверное, вот это послужило причиной. Вы знаете, мне Ваня в одном из писем написал: мама, я был и остаюсь честным, болящим человеком. Я никого не оговорил, ни себя, ни других. В этом что-то кроется, я не знаю. Я не знаю. Ты считаешь, что задержание и все вот это дело связано с журналистской деятельностью? Я думаю, да. Я думаю, это отголосок журналистской деятельности. И я считаю, что это сделано в том числе для того, чтобы больше эта отрасль
в текущей ситуации, в текущих раскладах просто не возродилось. Потому что Ваня жил не в безвоздушном пространстве. Да, у него была куча знакомых коллег. О нем студенты какие-то звали. Я его в Академию коммерсанта всегда приглашал выступить. Если безусловного лидера отрасли, вот этой военной журналистики, так с ним расправляются, то это хороший сигнал всем остальным. Ребят, давайте-ка, может быть, во-первых, поосторожнее, во-вторых, поосторожнее, а в-третьих, есть же что-то еще, займитесь чем-нибудь еще. Вот если представить, да, гипотетическую ситуацию, вот я, допустим, редактор в каком-то издании, ко мне приходит юноша, девушка, которые там вполне толковые, и говорят: а еще бы я хотела писать про военную технику. Что я должен сказать? Да забудь. Забудь, потому что у современных СМИ нет защиты. У нас нет никакого способа спасти тех, кто пишет об этом, да? Что, я говорю что-то плохое? Да нет, это просто ужасно. Но я сейчас скажу еще более ужасную вещь. Я, поскольку так получилось, за этим слежу, я вижу кучу всяких курсов, как стать писателем. А я бы посмотрел на курсы, как стать читателем. Потому что за Ивана, вот когда очередной раз решался вопрос о его продлении, были задержания, да, и брали за майки. Те, кто успел одеть майки с Иваном Сафроновым, тех задерживали, арестовывали только журналистов. А всем, ну, может быть, это еще кому-то должно было бы быть интересно всякий раз. Когда возникают какие-то проблемы со СМИ, ну, в общем, отношение к этому, ну, вот вы решаете их, да. СМИ же для кого-то работают, медиа для кого-то работают. Потребитель же должен как-то защищать или стараться защитить. Это мой личный кризис веры, который дошел до определенной точки. Журналист абсолютно беззащитен перед перед любой формой давления, потому что редакция его, как раньше, защитить не может. Но подожди, Сафронова арестовали за госизмену. Но это все равно история про тексты. Где это написано? Ну да, наверное. Но, видимо, когда-нибудь узнаем, что написано в обвинительном заключении. А история-то ровно одна. Это история про беззащитность. Когда мы говорим, да, сейчас о деле, я понимаю, что вы не можете говорить о том, что, например, было изъято во время обыска, или о материалах дела, которые вы видите, потому что у вас подписка, правильно? Да. Но вы скорее для себя связываете это дело с его работой в Роскосмосе или с его работой в «Коммерсанте»? Мне все-таки кажется, что это что-то связанное с журналистикой, с его работой. Вот у меня глубокое убеждение, что это связано вот именно с работой как журналиста. Сейчас коллеги по Роскосмосу как-то вас поддерживают? Со мной не связывался никто. А коллеги из «Коммерсанта»? Да. Как ты себе объясняешь все происходящее? То есть что-то же должно было послужить толчком? Я считаю, что это, конечно, наверное, что-то его журналистское. Опять же, как и мама, я следила, я читала. Не всегда все понимала, да, там, что важно, что не важно. Но, понимаешь, вот мне как среднестатистическому человеку, я знаю, что у него нету никаких допусков. Ну, то есть как? Если ты нарушил какую-то гостайну, значит, у тебя должен быть что? Ну, какой-то допуск. Если ты намеренно это делаешь, значит, у тебя, ну, тем более должен быть допуск. Вот он у меня допуск, я пошел там, нарушил. Если я вдруг где-то что-то услышал, там, кому-то что-то передал, как бы, да, там, ну, может быть, это как бы тогда виноват тот, кто нам что-то как-то, грубо говоря, где-то сказал. Как можно нарушить того, к чему не имеешь доступа? А если это в каком-то общественном доступе, тогда, пардон, извините, какая это тайна? В своих письмах и в своих заметках, ну, колонках, которые выходят из СИЗО, так или иначе, он повторяет очень упорно одну и ту же фразу, но в разных конструкциях, что он никого не сдал, что он ни на кого не дал показаний, и что он остается честным человеком. О чем это говорит? Что, какие показания? На кого он должен давать? Ты можешь себе представить вообще? Да, конечно. Кто? Имена не назову.
Но я думаю, что там есть некий элемент торга. Скажи, что тебе сливали информацию такие-то, такие-то, и, может быть, тебе будет полегче. Сдай источники. Я думаю, что это требует. Я думаю, что это способ сделать большое такое дело. Такое жирное, красивое дело про источники, о котором, кстати, мы, может быть, и не узнаем. Бывает же просто закрыто это. Он не дает показаний ни на кого. И я вижу в этом и следование правилам каким-то жизненным, и, наконец, просто такую честность. Следствие уперлось, следствие не получило, как я понимаю, от Ивана никаких признаний. Все, что излагает Иван, это выглядит очень убедительным для меня. А все, что с другой стороны, ничего особого. У меня есть общие знакомые с Иваном, которые говорят, что ну от чего он так уперся, да? Но, видимо, это же такая история, когда ломается маленький винтик, да, то рушится дальше вся конструкция. Конструкция именно человеческая. Потому что Иван за те 10 лет, которые я с ним работал, которые я его знаю, он при довольно серьезной саморефлексии, которую он довольно редко показывал, он еще воспитывал в себе, вот я делаю хорошее, правильное дело, я стараюсь его делать хорошо. И поэтому надо быть еще лучше. Поэтому я молодец, скажем так. Почему вообще с ним это все случилось? Ну, может, кому-то сильно не нравилось тем, чем он занимался. А ты можешь предположить, кому? Ну, говорят вот так вот, да, занимался журналистской деятельностью. Потом эту статью часто, да, вспоминают про поставки. Ключевая заметка, которая фигурирует во всех версиях о том, почему могли задержать Ивана, это заметка о поставках истребителей Су-35 в Египет. Она сначала появилась в «Коммерсанте», потом исчезла с сайта. А почему это вызвало такую реакцию? То есть я понимаю причины дипломатического скандала. Потому что там это гросполитик, какой-то важный чин из Египта был как раз в США. И тут выяснилось, что покупают сушки. Но, во-первых, контракт происходит. ТАСС сообщил о том, что завод в Комсомольске-на-Амуре начал их производить. Сушки поставили в Египет, летают, дай бог, просто для маневров. Вышло в неудачный момент, все заметки выходят в неудачный момент. То, что кто-то мог обозлиться, кто-то мог психануть, это да. То есть я понимаю мотивы и логику, я не понимаю целеполагания. Заметка вышла, вы обозлились. Что дальше-то происходит? Но если это было такое секретное, но существует в современных медиа механизм сделать так, чтобы заметка не вышла. И работает это очень просто. Да, значит, этот механизм не был включен. Значит, на момент написания заметки ничего страшного не казалось, а потом оказалось. Журналист тут при чем? Журналист выполнял свою работу. Ну, когда ты перечитываешь эту заметку, ты видишь в ней что-то такое страшное? Нет, я не вижу. А в каких заметках ты видишь что-то, что могло бы привлечь внимание спецслужб? Нет, слушайте, внимание спецслужб может привлечь все, что угодно. Я не работаю в спецслужбах, и я не до конца знаю их логику. Но наверняка это работает как-то по-другому. Если бы не хотели, чтобы выпустили эту заметку египетскую, посмотри, там же ФС-ВТС от комментариев отказался. Звонок ФС-ВТС, мы позвонили и сказали, что мы об этом знаем. Ваше дело, понятно, что вы от комментариев отказываетесь, да, потому что вы комментарий даете раз в год, когда ваш этот Завый Сайкин, что ли, дает большое интервью тому же Ивану по всем вопросам. Но у вас есть, если вы понимаете, что это действительно стрёмная вещь, он же еще в Ростех звонил, да? Если это есть, то, значит, будите в воскресенье человека, который отвечает за связь с акционерами, и акционеры это решат. И все беды будет. Это, опять же, наша хреновая подцензурная жизнь, да? Это Глеб Черкасов, который в 9 часов вечера, заедая свой диабет конфеткой,
будет искать, что поставить на первую полосу. Чем заткнуть дыру. Все. Если говорить о том, что кто-то там, не знаю, предупреждал, там, так вот, не надо, туда не ходи, сюда ходи, да, ну, я не знаю такого. Хотя мы с ним близко общались, да, то есть как бы прям вот близко. А потом, Кать, самый большой момент. В Роскосмос принимают документы с прохождением, в том числе во всех органах. То есть проверки были и в том самом, кто потом, собственно, и взял. Как обстоят у него в бытовом смысле дела сейчас? Ой, прекрасно. Он, как он говорит, тюрьма меня научила, значит, готовить, стирать, убираться по 3 раза на дню. И, в общем, говорит, ну, слушай, ты знаешь, это, оказывается, занимательная как бы история, там, в тазике постирать. Он пытается как-то, да, ко всему подойти с юмором. То у него камера, которая... 8 квадратов. 8 вот как квадратов, они говорят, да, 8... это половина отсюда. Да, это на 2. Угу. То есть, соответственно, как бы, ну, там вот 2 кровати, 2 тумбочки, какие-то там, да, вот полки там для этого. Он сейчас один? Сейчас он один, да. Почему он один? Тебе никто не скажет. Я так понимаю, что нет так вот, пришел кто-то, да, там давай их посадим. То есть я так понимаю, что там какая-то градация по статьям. Телевизор? Телевизор есть, телевизор он смотрит, прекрасные каналы. То есть все госканалы? Конечно, да. Он говорит, нет, ну, очень люблю смотреть «Властелин колец» по СТС 155 раз. Ну, футбол как бы спасает. Потом Стася, он как-то написал, ну, вот я Стася говорила, что Муз-ТВ. То есть, на самом деле, нельзя сказать, что он там от информации как-то оторван, да. И, наверное, то, что вот он журналист, ему помогает эту информацию вычленять, назовем это так, и вот правильно воспринимать. Потому что ребята тоже очень часто рассказывали. Мы, говорит, приходим, а он нам новости рассказывает. Ребята, это адвокаты? Да, да. Мне многие очень говорили, и Ваня потом в том числе написал, что нельзя это время, ну, как потерянное, да, то есть время надо перевернуть так, чтобы оно было на пользу. Это очень круто, кстати говоря, и, в общем, я считаю, что мы как-то пытаемся научиться это делать, с этим справляться. Мы привыкли к тому, что, к сожалению, там, да, не взять, не позвонить, там, или очень часто, блин, сейчас бы вот Ваня там вот это сделал, там, или еще что-то. Но, во-первых, стараешься в это не провалиться, потому что в какую-то там, я не знаю, жалость, обиду очень легко провалиться, очень тяжело оттуда вылезти. Конечно, мне его очень не хватает. Вот я могу говорить за себя, вот когда сестра, мне его очень не хватает. Прям очень-очень. Возможно, это как-то смешно прозвучит, но это так мило. Я ему говорю, я сегодня там буду рядышком. Он говорит, или он пишет, завтра среда, значит, ты будешь там совсем рядом. То, что мы знаем сейчас, вот то, что проникло во внешний мир по поводу следствия, что у Ивана был знакомый Мартин Ларинш, чех по национальности, и якобы ему он рассказывал секреты, которые тот передавал спецслужбам. Это все, что мы знаем? Да. Ты этого Мартина Ларинша знаешь? Мы были на свадьбе. Он никогда не скрывал дружеских отношений с ним. Это журналист, точно такой же. Он тоже достаточно интересный человек. Он нормальный парень. И Ваня никогда не скрывал никаких отношений с ним. Я считаю, что дружеские отношения с людьми разных национальностей, ну что в этом плохого? Если дело обстоит так, тогда надо вообще перестать знакомиться, да, там или еще что-то. Не знаю, Кать. Ну вот с виду, вот мы стоим, разговариваем, общаемся, да, как бы вот, ну тогда любой. Вот у меня подруга замужем за иностранцем. Боже, ну все, тогда она австриец он. Это тоже, наверное, лучше, кстати, не говорить. Ну вот я вот... А Мартин Ларинш, человек, которого называют связным Сафронова, человеком, который передавал какие-то сведения в НАТО. Что ты знаешь об этом человеке? Я знаю, что у Вани был друг в Праге. Он туда довольно часто на выходные летал. То есть это не было секретом? Нет, конечно. Но я не исключаю того, что как-то... Я, может, этого Ларинша видел, потому что он тоже приезжал в Москву. Но у меня совершенно не запомнился. Нет, слушай, это же были времена, о которых мы скоро будем рассказывать детям и довольно гипотетическим внукам, о том, что можно было взять билет за небольшие деньги, сесть в самолет и через 2 часа, через 3 часа, да, выпить хорошего пивка где-нибудь с видом на какую-нибудь окраину Праги. В центре, говорят, там плоховато с этим. На каком этапе всего этого следствия вы потеряли адвоката?
Ой, что с адвокатами нам, будем так говорить, с одной стороны повезло, потому что это очень умные, добрые, знающие люди, а с другой стороны они все время попадают под какие-то санкции. Павлов был лишен статуса адвоката, и ему пришлось уехать. Второй адвокат Талантов находится сейчас под следствием в СИЗО в связи с дискредитацией вооруженных сил Российской Федерации. Я не вникаю в никакие подробности, я не знаю никаких подробностей, но у меня четкое убеждение того, что, судя по тому, что я читаю, когда людей штрафуют за какие-то вещи, его почему-то сразу посадили. Мне кажется, здесь была еще и вторая подспудная какая-то мысль, просто отстранить его от процесса. И, безусловно, вот то, что Талантов сейчас не участвует в процессе, это ослабило защиту Вани. Остались два адвоката. Ребята делают, что могут, работают. Спасибо им большое. Стараются. Все, что я могу сказать. Вы платите за адвокатов? У меня замечательный зять, который расправил над всей нашей семьей свои крылья. И все финансовые вопросы решает он. Спасибо ему огромное за это. И, думаю, и ваша, да, и адвокат, и квартира, и все. Все на нем. Вот. Поэтому он работает у нас с утра до вечера. В принципе, понимаете, у нас в семье все трудоголики. Все трудоголики, начиная от Вани, и Иришки, и меня, и моего мужа, и теперь моего зятя, и вся родня, все работают. Мы привыкли зарабатывать деньги свои честным трудом. Вы работаете учительницей. Я учитель. А в тот момент, когда арестовывают вашего сына по такой тяжелой статье, обычно, в любом коллективе это вызывает оторопь. Что произошло у вас на работе? Знаете, ко мне подошли все, с кем я работала, сказали, чем помочь. И, будем так говорить, когда шло следствие, поручительство, более 100 поручительств было от учителей школы. Дело в том, что Ваня кончал эту школу, они его крышу сдают. Поэтому меня поддерживают коллеги, за что им огромное спасибо. Работа помогает? Помогает. Я учу детей, поэтому я не имею права переносить свои эмоции какие-то на них, понимаете? Поэтому на работе я занимаюсь только работой, только детьми, их интересами. И учу тому, чему знаю сама. Очень, кстати, вот ты спрашивала, как у мамы, да, вот было, когда в школу она пошла, а она очень так тоже тогда вот в 1 сентября идти в школу, пришла, плачет. Я говорю, что случилось? Она говорит, ко мне подошли все и сказали, что они как бы все с нами. Вот она говорит, даже из других классов и все. Планируете ли вы обращаться к Путину, к, наверное, Бортникову, да, потому что это дело ведет ФСБ? Вы знаете, я пока не приняла такого решения. Мне кажется, что на самом деле Ванино дело на слуху. И, в принципе, люди и вышестоящие, они об этом знают, об этом деле. И поэтому, мне кажется, что, может быть, я и обращусь, может быть. Но мне кажется, это не сыграет большой роли. А чего тогда вообще вы ожидаете? Я человек старой формации, вера и надежда меня не покидает. Я все-таки надеюсь на то, что в этом деле разберутся. В какой-то мере на справедливость. У меня глубокое убеждение, что многие люди понимают о том, что Ваня невиновен. Не только друзья. Было бы желание в этом разобраться. Тебя это дело перепахало? Как оно тебя изменило? Оно развеяло даже не иллюзии. Оно развеяло предположения. И у меня были некие предположения о том, что система застыла в неком своем состоянии, да, и дальше она развиваться не будет. А тут я вижу, куда она движется. Да, и я это вижу очень хорошо. Это раз. А во-вторых, я понимаю, что появилась куча жизненных стимулов. Ну, например, встретить Ивана Ивановича у ворот. У меня есть такой план. Не знаю, может быть, может, меня туда уже на коляске подвезут. Ты боишься приговора или скорее ждешь его? Боюсь. Да я вот здесь такая сейчас храбрая, такая вот, я все вот вообще представляю, все как будет.
Очень боюсь. Я не видела его в первый день, когда ему 2 месяца давали здесь в Лефортовском суде. Я приехала уже ночью. И я первый раз его увидела, когда была апелляция на меру пресечения. Это было в Мосгоре. И вот как раз вот за этим стеклом, где мама видела. Ой, это вообще... Мне было так плохо. То есть вот там я вроде старалась где-то держаться. Это такая гамма чувств. Во-первых, ты видишь, он тогда за неделю похудел на 7 килограмм. То есть тот костюм, в котором как бы вот его забирали, на нем просто висел. Он совершенно не спал, у него были впалые с нечищими глаза. И вот этот вот висящий на нем костюм. И обращаешь, знаешь, внимание, там же вынимаются шнурки. То есть вот ты смотришь ботинки, вот эти вот модельные, значит, ботинки, которые там, они без шнурков. И вот какой-то вот эти вот такие пунктики, которые тебя так дыщ. И никогда не забуду, когда вот он увидел вот эти вот блестящие глаза. Да, это вот он сейчас там шутит, ну как бы все. А тогда вот этот вот блеск в глазах. Такой нескрываемый, вот это вот нервные, вот эти вот все. Ой, я помню это. И не дают же вообще ни словом, ни полусловом. Тогда еще много народу было. И вот я помню, я до последнего стояла и думала, а вдруг вот на домашний арест, там, вдруг там на это самое. И когда все оставляют, и вот у меня как крах такой, знаешь, какой-то крах надежды. Я поняла, нет, отсюда его не выпустят. То есть мы потом ходили на вот эти все суды, но было понятно, что это вот просто возможность увидеться. Только чтобы увидеться, такое вот свидание. А так, я думаю, что в момент, когда услышишь эту цифру, просто ее прибавишь даже. Вот знаешь, как вот я элементарно прибавляю к его возрасту, потом к своему возрасту, потом там, к возрасту мамы. Да. Ну, ты понимаешь, да? Ну, прибавь 20 лет. Ну, хорошо, вычти 2,5, которые он будет здесь, потому что у него идет день за день. 17. Придется и мне, наверное, дожить до 90 лет и далее более, чтобы увидеть, что все наладится, что мой сын продолжит свой полет. Вы понимаете, у меня все время такое ощущение, что прерывный полет у ребенка, понимаете, вот он шел, достигал все своим трудом. И вдруг вот так сразу раз и все. Тяжело. Вы хорошо знаете своего ребенка, он не сломлен? Нет. И он не сломается. У него стержень. Он молодец. Он справится. Я верю в него. И горжусь им очень. Главную эмоцию, которую вы сейчас испытываете, это ненависть? Вот вы знаете, как ни странно, ненависти есть. Есть обостренное чувство несправедливости какой-то, но ненависти нет. И знаете, у Вани тоже нет ненависти. Он всегда считает, что это недоразумение, которое с ним происходит, ну, будем так говорить, и беда, это касается отдельных людей, а не страны.